Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и сегодня я расскажу вам, как собственными руками собрал себе Game Boy модели DMG-1. Но сначала небольшая предыстория. Погнали! Я соберу Game Boy, что вам, людям, и не снился. Я хочу заменить тусклый зеленый экран на яркий IPS с разными цветными палитрами. Все трудности игры затеряются во времени, как слезы в дожде. Пришло время собирать мой геймбой. Примерно в 91 году моя мама летала в Москву и купила нам с братом две электроники «Веселые футболисты». Играли мы в этих футболистов не очень-то много, но это стало моим первым шагом в портативном гейминге. Одна из этих электроник у меня до сих пор сохранилась вместе с коробкой, с инструкцией, но, к сожалению, она не работает. Я отдавал ее на ремонт, и мастер сказал, что там, скорее всего, сгорел основной микропроцессор модели KB1013 VK1-2, и заменить его у меня нет возможности. Вскоре, ближе к 1994 году, начался бум брик-геймов, или, как мы их тогда называли, тетрисы. Я помню, что брату тогда купили серый тетрис, а мне черный. И вот в них мы играли очень много. И думаю, примерно в это время у меня сложилось такое впечатление, что портативной игровой приставкой может быть максимум вот такой вот брик-гейм. Ну и, конечно, никакой портативной Денди с 8-битной графикой речи быть не могло. Еще помню, что в какой-то момент брату подарили красную портативку под брендом Apollo под названием «Крокодил Марио». В ней был настоящий платформер, где скакал вот этот крокодил Марио, но графика все еще была основана на таких же кубиках, как в тетрисах. И вот однажды, 22 декабря 1995 года, мы с братом совершенно случайно наткнулись на 28-й выпуск передачи «Новая реальность». В ней дядя Сережа эффектно рассказывал о видеоиграх, а на заднем плане у него стояло огромное непонятное устройство с зеленым экраном. Так я впервые и увидел геймбой. Но, конечно, поначалу я подумал, что это обычный брик-гейм. Но тут дядя Сережа начал показывать для него игры. И больше всего в этой подборке меня поразила игра Super Mario Land. Для меня стало шоком, что Super Mario, в которого мы играем на большом телевизоре, можно играть на вот таком вот маленьком портативном устройстве. И при этом графика не такая кубическая, как на наших брик-геймах. И вот благодаря 28-му выпуску «Новой реальности» я понял, что геймбой — это, грубо говоря, портативная Денди. Но вот только где его купить, я совершенно не представлял. Конечно, мы тогда посещали магазин Алькор, но я не помню, чтобы видел его там в продаже. Ну и поэтому мечта купить геймбой постепенно начала у меня угасать. И вот прошло несколько лет, и примерно в 97 году мы с бабушкой гуляли по Новосибирску в районе Калининского универмага. От него через дорогу по адресу Богдана Хмельницкого, 4, имеется кирпичная пятиэтажка, на первом этаже которой располагались продуктовые магазины по типу советских универмагов. И вот мы зашли туда с братом и бабулей и идем в поисках каких-то продуктов вдоль вот этих вот стеклянных витрин. И я помню, что просто рассматривал товары, и было это примерно так: колбаса, сыр, какие-то, может быть, помидоры, картриджи, геймбой, опять колбаса, опять сыр. То есть я увидел геймбой, но все это произошло настолько быстро, что я даже не успел сообразить, что это вообще было. И когда мы уже вышли из магазина, я постепенно начал соображать, вспоминать и понял, что это был геймбой. Я увидел вот этот вот серый большой кирпичик. Но как бы уже было слишком поздно, чтобы что-то делать, поэтому возможность не то чтобы купить, а хотя бы посмотреть этот самый геймбой я, к сожалению, упустил. И больше оригинальный геймбой я, к сожалению, не видел. Конечно, такая тлеющая мечта о крутом портативном гейминге меня никогда не покидала. И спустя много лет, примерно в 2005 году, я накопил деньжат, приехал в Алькор и купил себе вот такой вот Game Boy Advance, у которого очень хреновый экран, но я все равно очень много в него играл. Однако сейчас в расцвет китайских портативных консолей типа вот такого вот амберника RG35XX+,
я вновь увлекся оригинальным геймбоем и все-таки решил, что пора его купить. Конечно же, первым делом я побежал на Авито и просто прифигел от цен, потому что оригинальный геймбой там продают за 8-10 тысяч при его красной цене в 6500. А если хочешь купить геймбой с цветным экраном, то можно отдать и все 15 тысяч. Тогда я начал перебирать все возможные варианты. Первый. Купить сломанный геймбой и починить его. Для этого я даже пересмотрел кучу видео с реставрацией геймбоев и теперь могу без проблем рассказать, как убрать полосы на экране, как починить отсутствующий звук в динамике, как убрать окислы на контактах батареек или вывести черное пятно с экрана. Второй вариант — купить Game Boy Pocket или Game Boy Color. Они стоят дешевле, да и батарейки жрут меньше. Третий вариант — купить восстановленный геймбой с IPS-экраном третьей версии на AliExpress. Там они стоят гораздо дешевле, чем на Авито. И вот, взвесив все за и против, я понял, что хочу как можно комфортнее играть в геймбой. При этом мне больше всего нравится оригинальный серый корпус модели DMG-1. И в итоге я решил, что соберу геймбой из запчастей, купленных на AliExpress. Для этого я заказал следующий набор. Оригинальная материнская плата модели DMG-1. Мод на IPS-экран версии 5 с новым корпусом и кнопками. И еще отдельно динамик. Теперь давайте посмотрим распаковку всего этого добра, и потом я расскажу, как, собственно, собирал игрового мальчика. Начинаем распаковочку. Thank you. Спасибо. И вам спасибо, и мне спасибо. Так, вот я нашел здесь, где разрезать надо аккуратненько. По идее, здесь материнская плата от Game Boy, которую мы должны спасти. Так, открываю. Да, точно, вот она, материнская плата, ребятки. Сейчас мы ее аккуратненько достанем на пакетик, чтобы не поцарапать нигде. Быстрый осмотр. Так, тут немножко канифоля, да? Видимо, это заводской. Так, рычажок крутится громкостью. О, глядите, даже затычка имеется, оригинальная, желтая. Офигеть! Ну, она прям держится хорошо. Центральный процессор. Включение-выключение. Работает. Никакой коррозии особо я не вижу. Отсек для картриджа видно что-нибудь или нет? Тоже вроде чистый. В принципе, пыли, как таковой пыли, я не вижу. Выглядит как будто очень даже хорошо. Из проблемных мест бывает вот эта вот штука, где подключаются наушники. У нее бывают окислы, и из-за этого она не передает контакт на динамик. И динамик, соответственно, не работает. Слушайте, вообще идеальное состояние, я бы так сказал. Может быть, вот тут немножко спиртом протереть надо будет щеточкой. Так, ну ладно. Так, положим ее сюда. Так, следующая посылка. Так, раз коробка, два коробка. О, даже отвертки положили. Но на самом деле у меня такие отвертки есть. Я их покупал, чтобы открывать Nintendo DS. В свое время, когда-то я купил себе Nintendo DS, и мне нужно было поменять у нее нижний экранчик. Корпус новый. Слушайте, прям Nintendo написано Game Boy. Я впервые держу корпус от Game Boy. Вот этой наклейки нету с серийным номером. Ну ладно, я думаю, не так важно. Ну, по приколу можно вот сюда чуть-чуть наклеить. Сервисный центр Nintendo. Позвони, сказать, ребята, у меня от геймбоя осталась материнская плата, что мне делать? Корпус немножко посмотрим. Защитное стекло. На ощупь оно пластик. Был небольшой шанс, что оно будет стеклянным, но... Ну да ладно, это не так важно. Я же не буду им асфальт шкрябать. Набор резиночек. Новых резиночек. Набор кнопок. И болтиков. Так, отлично. Заглушка на линкабель. У меня получается 2 заглушки на линкабель. Можно оригинальную продать на Авито за 100 тысяч рублей. Так, здесь у нас что? Защитный экран. Ну, собственно, и все, да? Опа! Туго выходит, это значит будет хорошо сидеть. О, кислов нету. Да нет, конечно же, новое. Не знаю, мне новый корпус нравится. Так, вот все как у Nintendo, как говорится, даже надпись сохранили. Лишние элементы удалены. Корпус полностью готов для замены экрана. Вот что. Это прям супер хорошо. Ну и прикольно, что он не выцветший, не желтый. Здесь не надо ничего соскребать. Еще многие спрашивают про качество пластика. Ну вот. На ощупь я могу сказать, что пластик хороший, качественный. Это копия, но это очень хорошая копия. Наверное, как у оригинального геймбоя. Конечно, я в руках его не держал, но тем не менее ощущения от пластика только приятные. Вот такой вот корпус у нас. Здесь у нас экранчик. IPS-экран версии 5. Открываем. Рекламка. Покупайте наши экраны. Надо здесь пальцем прощупать, чтобы она не сильно липкая была. Ну, просто глянем одним глазком. Так, вот он экранчик. Эта штука заменяет нижнюю плату геймбоя. Вот он сам экранчик. Будем его устанавливать. Видно? Да, вот он. Стоп. Тут у нас еще держатель для
экранчиком, который будет держать его в корпусе. Так, пока уберем. Так, и вот последняя у меня посылочка. Здесь у нас лежит даже 2 динамика. Дело в том, что во всей этой сборке нету динамика. На старой материнской плате, на оригинальной, тоже нет динамика. Поэтому динамик пришлось купить отдельно. Ну, это даже лучше, он будет новый. В нем не будет пыли. Так, давайте посмотрим на динамики. А, вот этот вмятый. А этот нормальный. А, там еще и дырка пробитый. Судя по всему, этот динамик отправляется в утиль, к сожалению. А вот этот динамик, я вижу, хороший. Хорошо, что 2 положили. Каюха. Ладно, проводочков нет, свои проводочки есть, припаи. А вот это биты для разборки Супер Нинтендо, точнее Супер Famicom. У меня есть Супер Famicom, я хотел его, конечно, прочистить, но у меня не было биты. Ну вот так что я могу свой Супер Famicom почистить внутри, как минимум. Так, ну вот, с распаковкой мы закончили. Вообще, прежде чем решиться на сборку геймбоя из запчастей, я посмотрел похожее видео на канале «Починим, если получится». Да и вообще я использовал это видео как инструкцию, когда мне было что-то непонятно. Поэтому передаю привет Вадику с канала «Починим, если получится» и спасибо ему за такие познавательные видосики. Ну а мы переходим к непосредственной сборке нашего великого Game Boy DNG-1 с IPS-экраном. Сборку я решил начать с задней панели корпуса, на которой крепится оригинальная материнская плата, потому что это делается довольно просто. Главное не забыть заранее положить рубильник включения. И потом мы буквально на 4 винта крепим все элементы. И сразу я проверил, хорошо ли работает регулировка громкости. Потом перешел к сборке IPS-экранчика. Первым делом нужно прикрепить к нему небольшую плату на 2 полоски двустороннего скотча. Затем все это нужно еще раз приклеить на двусторонний скотч к кронштейну, который, собственно, и будет держать экран в корпусе. Снимаем защитную пленку. Все, экранчик зафиксирован и не должен никуда отвалиться. Далее я начал собирать переднюю часть корпуса. Вставил кнопки, а здесь я сдурел и попытался вставить резинку депада не той стороной. Затем я соединил маленький шлейф от экранчика к передней плате, и когда разместил эту плату с динамиком в корпусе, то понял, что шлейф очень криво сгибается. И главное, как это исправить, непонятно, ведь плата на экранчике крепится только в одном положении, поэтому получился такой корявый изгиб. Ну, надеюсь, это не вызовет проблем в будущем. Крепим переднюю плату винтами. И теперь соединяем 2 половинки геймбоя с помощью широкого шлейфа. И вот его уже было довольно сложно вставить, но попытки с 3-й мне все-таки это удалось. Далее полностью закрываем корпус нашего новенького геймбоя и скручиваем его Y-образными винтами. Новый экранчик так и блестит. Теперь, чтобы защитить его, нужно наклеить переднее стекло, с передней части которого я не стал сдирать пленку, чтобы защитить его от царапин. Ну, все-таки оно пластиковое. Заряжаем геймбой 4 дефицитными икеевскими аккумуляторами, закрываем их и последний штрих. Вставляем заглушку для линк кабеля. Для тестового запуска я использовал NBA 3х3 с Коби Брайаном. О, картинка пошла, Коби улыбается, звук идет. Для полной проверки кнопок я запустил игру Contra The Alien Wars с картриджа 128 в одном. Ну и как видите, все кнопки работают, а значит сборка геймбоя прошла успешно. Ну что, вот он мой игровой мальчик, готовый, собранный. И сейчас я вкратце расскажу вам свои впечатления. Я играл в него где-то примерно неделю, загрузил его 4 аккумуляторными батарейками, и вот несколько дней играю, и они до сих пор еще не сели. Это меня очень радует, потому что я боялся, что батарейки будут просто вылетать в трубу. В целом, его габариты достаточно таки большие. Я никогда раньше не держал геймбой, и выглядит он довольно крупно. Весит он вместе с батарейками 375 грамм. И это эквивалентно вот такой вот моей модели 3DS XL. Она чуть-чуть полегче. И также они вот по габаритам очень даже схожи. То есть хотите подержать в руках геймбой, возьмите просто так 3DS-ку, и это будет примерно как оригинальный геймбой по размерам. Также по размеру его можно сравнить с таким вот пиратским картриджем от Sega. Они примерно одинаковые. Тоже, если хотите подержать в руках геймбой, то возьмите, подержите картридж от Sega. В целом, его эргономика, так сказать, не очень хорошая.
Я заметил, что когда играю, вот так вот держу, то у меня где-то вот в этой области палец начинает впиваться вот в эти вот ребрышки. Мне постоянно приходится изворачиваться и пытаться как-то его взять в руки поудобнее. Расположение кнопок А и Б тоже не очень удачное. Я привык к SNES-овскому расположению, когда Б и Y расположены сверху, а не вот так вот в бок. Поэтому, когда я играю, например, в контур, и нужно одновременно нажимать А и Б, мне приходится как-то изворачивать руку, чтобы нажимать эти кнопки более-менее удобно. Китайская резинка на крестовине оказалась достаточно твердая, поэтому кнопки приходится нажимать с большим усилием. Но, в принципе, играть можно. Динамик по громкости нормальный. Я втыкал сюда наушники, в наушниках постоянно стоит шум, который не особо отвлекает во время игры, потому что приглушается музыкой. Ну и самое главное, новый IPS-экран. Я не стал здесь спереди сдирать пленочку, чтобы не поцарапать экран, но она особо и не мешает. Здесь есть и подсветка. Больше всего меня, конечно, порадовали разные палитры. Как отдельная игра, я прям залипаю на них и начинаю постоянно какие-то цвета подкручивать, искать для каждой игры свою палитру. Это прям отдельная крутая игра для меня. Ну и благодаря вот этим вот встроенным палитрам я могу имитировать игру как на обычном зеленом экране, так и на сером экране Game Boy Pocket или такой голубоватый экранчик Game Boy Light. И даже сделал себе здесь палитру от Super Game Boy с Super Nintendo. Так что у меня все 4 геймбоя сразу в одном получились. Поначалу, да, я думал купить себе оригинальный зеленый экранчик, но все-таки не прогадал, потому что я бы вряд ли очень много в него играл. А с таким экранчиком играть прям приятно, как будто держишь современное такое устройство. Но надо сказать, что сам по себе экранчик не очень хорош, у него слишком засвеченная цветопередача, и режим с полосочками работает очень плохо, потому что сама картинка увеличена всего лишь в 2 раза, то есть в одном пикселе 4 пикселя. И когда я ставлю режим сеточки, чтобы имитировать эти жидкокристаллические экраны, на одном пикселе становится 4 черных пикселя, а 1 белый, и это превращается в какую-то непонятную пупырчатость. Но при этом самое главное, здесь есть функция гостинга, то есть можно включить, и кадры будут немножко смешиваться, имитируя в некоторых играх эффект прозрачности. Это, например, круто смотрится в игре Contra Alien Wars, когда там начинается внизу экрана огонь. В целом сборка получилась достаточно простая. Единственное такое проблемное место — это найти провода, припаять динамик и соединить 2 половины геймбоя шлейфом. У меня не сразу это получилось, там как-то нужно очень аккуратно подлазить, чтобы этот шлейф вошел. Ну и, конечно, я получил отдельное особое удовольствие, когда собирал геймбой своими руками. И, в принципе, я доволен, что наконец-то купил себе геймбой первой модели. Ну, на этом давайте закончим это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду благодарен, если поддержите меня на сервисе Boosty. Пишите, какие у вас геймбои. Может быть, вы тоже собирали геймбой из запчастей на AliExpress. Или, может быть, вы купили его на Авито и теперь мучаетесь с зеленым экранчиком. Может быть, вам больше нравится прозрачный корпус. Но мне, например, не очень понравился. Ну, а я сейчас жду, когда мне по почте придет флеш-картридж для геймбоя, чтобы полноценно насладиться всей его библиотекой игр. Ну, а на этом у меня все. Еще увидимся.